Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Почти бритье. Это еще одно видео для новичков. После выпуска последнего, который было 2 недели назад, я решил, что все-таки его нужно записать. Но это будет необычное видео. В этом видео я постараюсь собрать по всем вопросам, которые есть в бритье. У меня вон там под десяток пунктов собралось, но с баянами. Что такое баян? Баян — это постоянно одни и те же задаваемые вопросы, на которые все уже просто тупо устали отвечать. На которые легко найти ответ, если порыться. Но рыться лом, проще прийти и спросить: ну смотри, сколько здесь дураков собралось, аж 36 тысяч. Вот я сейчас прошу, и мне быстренько ответят: а что? Это ж удобнее, чем искать самому. Так вот, я решил все эти вопросы, по крайней мере те, которые у меня в голове, собрать в одном видео. И каждый раз, когда будет возникать такой вопрос, я буду просто перенаправлять человека вот на этот видос. Вот, иди, пожалуйста, там все для тебя уже приготовлено. И солькой, перцем, перчиком, чем там надо, смазано, посыпано. Кушай, дорогой товарищ. С самого начала хочу новичкам осветить все моменты по бритью, которые, возможно, у вас будут выскакивать, и вы ходите и спрашиваете: так вот, какой мне взять станок? Пофиг. Любой. Просто возьмите и просто начните бриться. С первого раза 50 на 50. Угадаете, не угадаете. Ну как вы узнаете, что вейша — это по сути унылое омно? Настолько он мягкий. Он большинству вот с такой щетиной в России не подходит. Только взяв и попробовать. Но перед этим-то вы будете думать: ой, блин, вот это все острое, давай я что-нибудь помягче возьму. И он будет меня мягко брить. Да, будет мягко брить, но не будет выбривать. Пока вы сами этого не возьмете, не попробуете, вы не узнаете. Поэтому пофигу, чего вы возьмете. Просто возьмите и просто начинайте бриться. Как я бы сам поступил, я вам рассказал в предыдущем видео. Для тех, кто не в курсе, я повторю еще раз. Первое, что бы я сделал, я бы взял совершенно любой пластмассовый станок, который на сегодняшний день, или металлический, какие там попадутся вам в диапазоне 100, 150, 200 рублей. Этого вполне достаточно для того, чтобы начать. Если вы считаете себя несколько более таким, но это недостойно вас, ребята, сходите на вторичный рынок. Советские станки в вашем городе, на блошинном рынке, на Авито, на Мишке, да-да-дам, начиная от 200 и заканчивая 2000 рублей. Вы выбираете любой. Практически каждый из них отличные станки. Поэтому тему, какой взять станок, ну, я считаю, что можно закрыть. Да вы уже взяли станок, у вас уже есть. Абсолютное большинство станков это трехсоставные. Ну, пластмассовые, конечно же, не будем считать. Так вот, если у вас металлический трехсоставной, очень большая вероятность, примерно где-то 98%, что у вас резьба на этом станке будет М5 шагом 0,8. Это абсолютный стандарт в мире бритья. Да, есть фирмы, которые из этого стандарта выходят. Фатип одна из них. Если кто-то знает еще другие фирмы, назовите, пожалуйста. Вот резьба Фатипа не будет подходить под все остальные. А все остальные, ручки, головы, все это взаимозаменяемо. Так вот, у вас есть один станок. Вам нет необходимости покупать второй, если вы можете купить голову отдельно, так как ручка-то у вас уже есть. Я все это говорю потому что об этом напомнил Дмитрий Боженко, и спасибо ему огромное за это. Вам просто достаточно купить голову, другую. Яркий пример. У вас есть R89, вы захотели R41. Не покупайте станок. Возьмите просто голову. Или возьмите просто голову HD34. Вот вам еще один станок. У вас есть один станок, вы не хотите покупать второй, но хочется чего-то такого, чтобы поменялось. Шимминг. Каждое лезвие толщиной примерно в 0,1 мм. Возьмите и аккуратненько, уже использованное лезвие, хотите новое запустите, и аккуратненько срежьте режущую кромку. Вот где кончается режущая кромка, там и режьте. Много не отрезайте, потому что если много отрежете, вы уже по-другому будете менять характер реза, а вам это не нужно. Аккуратно просто режущую кромку срезали с обоих сторон. Вот вам одна готовая пластина. После этого, если вы возьмете, разберете ваш станок и начнете вставлять лезвие, как обычно, делайте следующее. На крышку вначале кладете лезвие, а потом кладете вот эту обрезанную пластину и собираете, как обычно. Агрессивность вашего станка изменится в большую сторону, так как габ вы поменяли на 1/10. Вы можете подкладывать одну пластину, 2, 3, 4, 5, 128, сколько влезет, сколько у вас душа выдержит. Может, у вас там свое видение. Но, как правило, больше 3, 4, 5 мало кто подкладывает. Как правило, все успокаивается на одной, на двух, на трех максимум. Поэтому с этим тоже не стоит голову терять, а действуйте разумно.
Следующий пункт – подготовка перед бритьем. Везде и постоянно все практически говорят о теплых компрессах. Если компресс теплый, то, как правило, речь идет о температуре 30, там, 8, 40, 43, 44 градуса. Ребята, не следуйте слепо. Никто не знает, какая у вас кожа, какая у вас щетина. Может быть, компресс вам вообще противопоказан. Вы делаете компресс, у вас после этого раздражение, у вас после этого все сносит, и вы бегаете, спрашиваете, а что случилось? Да ничего не случилось. Вам нужен просто индивидуальный подход. И если у вас такая байда произошла, попробуйте просто сразу после душа, без всяких компрессов. Пока вы в душе, у вас все это размокает, вам легче потом это будет сбривать. Если это не сработало, попробуйте перейти на холодную воду. Холодной водой у вас здесь кожа укрепляется, так как это физиология человека. При соприкосновении с холодом у вас получается кожа стягивается, поры затягивают, она становится такая более прочная, натяженная, и она фиксирует волоски, вам легче это будет сбривать. Да, после того, как кожа нагреется обратно, поры раскроются, волоски повылазят, но тем не менее вы побреетесь. И неплохо побреетесь. Из этой же серии полотенца. Те специальные полотенца, которые продаются не за 3 копейки. Практически во всех бритвенных магазинах они есть и стоят ой-ой-ой как хорошо. Ребята, это специальные полотенца. Специально подбирается размер, специально подбирается плотность материала, чтобы он напитывал влагу и служил вам хорошим компрессом. Но это не обязательно значит, что вам нужно бежать и покупать это полотенце. Это улучшайзеры. Вполне себе на роль этого полотенца подойдет что-нибудь у любимой. Посмотрите, и вполне себе это можете найти на первых порах. А потом, когда захотите туда вот уже выше забираться и что-то как-то обустроить свой комфорт, тогда уже думайте о специальных полотенцах. Поначалу этого не нужно. Пришеев. Да, несомненно, он помогает. Некоторые это замечают, некоторые не замечают. Некоторым это пофигу, некоторые только так и бреются. Но пришеев служит только лишь с одной целью, чтобы делать ваше бритье более комфортным, более мягким. Не обязательно покупать специальные продукты заранее, хотя, конечно, не глупо спорить, что это лучше, это хорошо. Не все продукты работают хорошо, там тоже нужно разбираться, но тем не менее специализированное средство, оно всегда лучше, чем какое-то, скажем так, не предназначенное для этого. Но и тут не факт. Потому что если вы уж хотите прям вот супер-пупер какое-то специализированное средство, вам достаточно просто дойти до аптеки. Взять, тот же самый глицерин, к примеру, взять те же самые льняное масло, конопляное масло, какие там масла есть, взять отдушки, ароматизаторы, взяли себе в определенных пропорциях что-то намешали, подобрали та пропорция, которая вам подходит, и вот вам пришеев. Используйте его точно так же, как продают специализированные за бешеные деньги, но вы можете это делать, сделав сами. И при условии, конечно, если вы хотите этим заморочиться, то вот вам подсказка. А может быть, вам это вообще не нужно. Может быть, вам будет достаточно просто перед бритьем немного плюхнуть воды в мыло, наколтыхать там вот эту мутную жижку, нанести на лицо, растереть, и пока вы взбиваете пену, а вот это вот то, что вы нанесли, оно кушает, вот вам пришеев. Может быть, это вариант. Бритье. Первое, самое важное, да тут их много первых и много, все самые важные, не давите. Ни в коем случае не давите, хотя будет хотеться. Потому что непонятно, сколько лет вы просидели на кассетниках. А на кассетниках, когда вы бреетесь, если вы не будете давить, вы не побреетесь. Вы давили несколько лет на кассетниках, переходите на тэшки, начинаете тоже давить. Вот вам первый попандос. Не давите. Прошу вас, не давите. Второе, прежде чем начать все это делать, пожалуйста, изучите карту ваших волос, потому что чрезвычайно важно, в какую сторону на вашем личном, персональном, любимом лице растут волосы. Благодаря этому вы всегда сможете бриться или в 2 прохода, один по другой против, или в 3 прохода, один по другой поперек, третий против. То есть именно благодаря тому, что вы знаете карту ваших волос, вы всегда сможете достигать максимального эффекта при бритье. И все. Если вы не знаете, у вас всегда будут какие-то закоряки. Вы будете водить не так, как надо, ни туда, ни сё, и у вас все будет как-то по-другому получаться, и вы все время будете задавать вопрос, что со мной не так. Возможно, это одна из причин, что с вами не так. Третье. Не торопитесь. Не торопитесь. Пришли, посмотрели видос, сразу купили Т-образный станок, побрились. Что вы мне тут наговорили, у меня вон тут раздражение. Вы поменяли инструмент, которым вы сбриваете вашу поросль на лице. А к каждому новому инструменту, даже если у вас один и тот же инструмент, вы лезвие просто поменяли, коже необходимо привыкнуть, ей нужно с этим свыкнуться. Вы поменяли ей раздражитель. У вас был всегда один, вы его заменили на другой, естественно, кожа будет отрицательно на это реагировать. Дайте ей время привыкнуть. У вас техники еще нет, а вы уже во все тяжкие пустились. Не торопитесь. Первую неделю, полторы по
Когда у вас уже стало все нормально получаться, технику набили, и даже пофигу, вот вам сейчас выбриваемость не нужна, просто по. Потом еще недельку-полторы поперек. Когда и там уже стало более-менее получаться, еще недельку-полторы уже брейтесь уже в обычном режиме, и тогда только переходите к третьему, против. Так вы более-менее быстро научитесь. Если вы плюнете на все это и сразу в карьер, вначале по, потом поперек, потом против, то получите то, что получаете все это время. Вы всегда пишете, что со мной не так. И только посмотрев 13-е видео, где я это по полочкам раскладываю, вы начинаете понимать, что вы поторопились. Когда вы бреетесь, зачастую у вас получается, что некоторые места вы не можете пробрить. Ребята, не стесняйтесь натягивать эти места. Допустим, вы здесь проводите, а у вас здесь не пробрилось. Вы здесь проводите, а у вас здесь не пробрилось. Натягивайте. Чтобы вам легче было натягивать, для этого есть квастовые камни. Возьмите пальчиками, проведите мокрыми по квастовому камню, и у вас не будет скользить, и вы спокойно натянете. Если вы, когда бреетесь, чувствуете, что лезвие реально закусывает, это два варианта. Вариант первый, если это лезвие новое канолевое, вы просто поставили тупое лезвие. Вам нужно его убрать и поставить другое. Или, если вы этим лезвием уже брились, ваше лезвие просто затупилось. Просто убирайте его в сторону нафиг, да и все. И да, не бойтесь гримасничать, потому что в некоторых местах, ну просто так не подойдешь танком. Поэтому, если вы будете вот гримасничать, вы в тех местах, где вам нужно побрить, вы натягиваете кожу. И все у вас получится. Помазки, важная составляющая. Барсук. Нормальный барсук, в моем понимании, можно купить после 25-30 баксов и выше. Там уже вероятность того, что вы напоритесь на какашку, будет стремиться к нулю. Во всяком случае, вероятность победы будет выше. До этой суммы, до 20-25 баксов, вероятность того, что вы напоритесь на какашку, это будет сопля в компоте, но чрезвычайно высока. Да, несомненно, вы можете взять что-то интересное. Оно будет грубое, оно будет жесткое, оно будет вас колоть. Но тем не менее оно будет работать. Оно будет вбивать пену, оно будет вам массировать. Есть люди, которые это любят. Ну, глупо спорить. Есть. Но все-таки вероятность того, что до 20-25 баксов вы возьмете на полшестого, очень высока. Вы потратите свои деньги, когда начнете бриться, обнаружите, что это просто кисточка, которую вот так вот водить. Поэтому, ребята, те, кто уже давно в бритье, знают это. Вы, новички, очень часто попадаетесь именно вот на эту удочку. Я сам, пока был новичком, 3 раза попался на эту удочку. И даже мне еще и больше досталось, потому что в 3-й раз я замахнулся на помазок Солерж за 35 баксов, и все равно мне попался на полшестого. Поэтому, ребята, не рискуйте. Лучше вначале, если хотите что-то купить, соберите об этом максимум информации, поспрашивайте на форумах, на ютубе посмотрите, а где, а что в принципе нормальное, хорошее дают. И вот только после этого уже можно что-то брать. Лошадь славится тем, что она недорогая. Ее всегда можно найти в пределах от 10 до 25 баксов. Но лично мне, наверное, в жизни не повезло. Кому повезло, поднимите руку. Ну, напишите в комментариях, потому что у меня еще ни разу не было нормальной лошади. За всю свою жизнь я их пробовал всего 2. И обе были, по-моему, португальские. Одна была гнедая, другая была какая-то темненькая такая. Ну, одна темненькая, пожестче, гнедая, так там, вот это вот тоже. Вот так вот, если дать по руке, то получится, что ты не кистью ударил, а как вот мокрую тряпку намочишь, и вот так вот, ты дых ля-ля. И вот такое получалось. Ну, то есть это была не кисть. Я с ней расстался без сожаления. Кто любит именно вот такие, которые по ветру болтаются, ребята, это вот ваш выбор. Но лошадь пока хорошей я не увидел. От всей души надеюсь, что все-таки когда-нибудь увижу, но пока это не случилось. Синтетика. Синтетика, она примерно точно такая же, как и барсук, как и лошадь. Она может быть и недорогой, и дорогой. Но синтетика это все-таки более универсальный вариант, с которого в принципе можно посоветовать уже начинать практически каждому новичку, который приходит. Загорелись вы синтетикой, вы ее всегда можете найти под боком. Пойти хотя бы вон Леруа Мерлен или там Парфюм Лидер и где-то там еще найти. Но если вы хотите взять что-то более-менее приличное, так и тут у вас раскрываются очень большие ворота. Самый-самый-самый-самый-самый помазок из синтетики, который я знаю, который с этого пьедестала еще не сбросили, это синтетика Омега. Потому что за 5,5 евро они предлагают годный помазок. Да, он небольшой диаметром, всего лишь 20 мм. Да, он и сам по себе не велик, но ручки у него в 3 цветовых вариациях, и своей работой он справляется полностью. Ребята, за 5,5 евро, но это подарок, просто подарок. Его до сих пор еще можно взять на просторах и наших, и европейских, то есть это уже есть. Если вы захотите что-то более-менее посерьезнее, средний класс,
Тут лично для меня вот до сих пор лидирующие позиции занимают две компании. Первая, несомненно, это, конечно, Яки. Потому что у Яки там диапазон, ну, более-менее такой приемлемый. И в какой бы вы ни ткнули пальцем помазок от Яки, синтетический, это всегда будет годное изделие, всегда оно будет работать. За свои деньги оно отработает на 100%. И второе, что меня всегда радовало, и в принципе я рад, что это все-таки есть на свете, это Big Bruce. Big Bruce это не такой, как Яки. Он более помягче, что ли. Но это не сопля. Это великолепный, чудесный помазок за небольшие деньги. По общей цене он где-то примерно чуть-чуть даже подешевле, чем Яки. Но и он по элегантней. Он не такой упругий, как Яки. Но тем не менее это шикарный, великолепный инструмент за небольшие деньги. Средний, ценовой, вот эти вот две вещи, которые я вам назвал, это Яки и Big Bruce. Ну, это первое, на что бы я вам посоветовал обратить внимание. А если вы захотите что-то дорогое, лучше мюллерской синтетики я не встречал пока ничего. Это может быть дорожный помазок, это может быть отдельно на ручке, как обычный. Но тем не менее мюллерская синтетика, ну, она реально хороша. Чем? Она упругая, она элегантна, она мягка, она шелковиста, она как соболек-колонок. То есть ты, когда работаешь, в ней сочетается все. И нежность обращения, и деликатность обращения, а полное отсутствие злословия, это просто, ну, как это чрезвычайно комплементарный к хозяину инструмент. Это просто элегантная, обалденная ручка. Вот если вы задумались о синтетике, я именно об этом бы вам посоветовал подумать. Ну а что касается кабанов, это, пожалуй, единственная позиция во всех помазках. Кабаны не бывают дорогими. Самые дорогие кабаны, которые я видел, ну там 15, может быть, евро, 15 баксов, не более того. Но, тем не менее, это гарант вашего массажа. Это гарант получения вашей пены. И среди вот этих вот всех... Эх, Омегу куда-то я заныкал, ну потом найду. Есть самые разные, есть и маленькие, есть и побольше, есть профессиональные, здоровущие, типа как вот Омега, тот же самый 1090, да, или вот такой турецкий малыш, или вот представители той же самой Португалии, они есть разные, но среди них гораздо проще выбрать тот инструмент, который на первых порах вам подойдет. Тем более, что дорогими они практически не бывают. Найти нормального кабана, ну в пределах 10-15 долларов, баксов, евро более чем реально. Метисы. Про метисов говорить не будем. Это чрезвычайно малочисленная такая группа. Она не доминирующая. Поэтому, если кто-то хочет метисов, да, несомненно, вот Вулфикс, как товарищ Вулфикс. Товарищ Вулфикс. Вы можете, конечно, посмотреть в их сторону, но их мало. Поэтому это полностью на ваш откуп, на ваше усмотрение. Вы купили помазок, что вам с ним делать? Вы его получили. Самое простое, что вы можете сделать, это просто пойти на кухню, замочить его предварительно, ну, минут на 20-30. Но так, чтобы вода не доходила до узла, где-то примерно на 5-10 мм. Сменить так пару-тройку раз воду, вы увидите, какая вода будет мутная выходить. После того, как вы эти процедуры провели 2-3 раза, возьмите моющее средство, которое у вас есть на кухне, обыкновенное, там чем вы посуду моете, капните на ладошку и этим мокрым помазком взбейте пену. Разочек. Разочка будет достаточно. Как только вы эту процедуру провели, самое простое, что вы можете сделать, промойте его хорошо, возьмите то мыло или крем, что у вас есть, и также в ладошки пару-тройку раз еще сбейте мыло. Каждый раз после того, как собьете пену, промывайте его. Все, ваша подготовка помазка закончилась. Как его промывать? Вы побрились. Если после того, как вы побрились, вы его хорошо промыли, стряхнули воду, вытерли что-то сухое и поставили сушиться, обратите внимание на его кисточку. Если посередине она слиплась, как сосулька, вот такая вот, вы его плохо промыли, вам нужно повторить процедуру. Делайте это до тех пор, пока он будет неравномерно пушистый. Ухаживать за помазком. Да раз в месяц я считаю, что достаточно. И то это при условии, что у вас он на постоянной основе. А если у вас 3-4 помазка, ну представляете, как часто вы им бреетесь. Поэтому тут целиком и полностью на ваше усмотрение. Вот у кого-то там рекомендуют там 3-4 помазка иметь. Ребята, это целиком и полностью ваше решение. Если у вас один синтетический помазок, второй, третий вам не нужен, потому что синтетика всегда будет успевать высохнуть к следующему бритью. А если у вас один натуральный, кабан, барсук, не суть, то он просто к следующему бритью может не остановиться. Кто знает. Именно поэтому и берут там 2, 3, 4 помазка и каждый раз вот так вот просто это берут и варьируют. Четвертая позиция, немаловажная, мыло и крем. Ребят,
Для того, чтобы вам выйти из сумрака и прийти в мир бритья, достаточно просто зайти в любой магазин и взять те попсовые, как я считаю, мыло, которые вот просто везде и на слуху. Это те мыла, которые берут нас за руку и приводят в мир бритья. Но это тот же самый ТДС, Прораза, Ли, Табак. Это те мыла, которые, ну это считать, что классика. Это стартап, вы с них начинаете. Если вы хотите чуточку дальше пойти, ну вот вам, пожалуйста, Раздарак. Тоже интересные, хоть и недорогие композиции. Хотите подняться еще выше, Феникс. Великолепные, чудесные мыло. И все это можно взять на территории Российской Федерации. Заморачиваться сильно поначалу, там жировое или оно веганское или еще какое-то. Ребята, все время расставит по своим местам. Вы еще не знаете, какое мыло вам больше подойдет. Поэтому просто берите то, что вот вы считаете вам интересно. А дальше уже сами постепенно будете разбираться. Насколько хватит мне этой банки? Вот я взял банку и сколько я ее буду мылить? Ребята, а вам не все равно? Поначалу да, не все равно. И это первый признак того, что вы новичок. Потому что потом, когда вы уже маленечко обживетесь, вы будете ходить и думать, блин, ну когда ж ты кончишься? Надоело, хочу что-нибудь еще попробовать. Причина проста. Поначалу вы этим голову забиваете, потом перестанете. Так вот, чтобы вы голову не забивали, на одно бритье уходит примерно 3-4 грамма бритья. Если вы этим мылом бреетесь каждый день, то возможно вам этой банки 100-120 грамм хватит ну, на 2,5-3 месяца. Если у вас этих банок 3-4, вы каждый раз все это варьируете, значит одной банкой вы бреетесь примерно ну, раз там в неделю или в полторы, ну посудите сами, то есть вам этого будет хватать на гораздо дольше. Но поверьте мне, рано или поздно настанет время, когда вы будете мечтать, чтобы эта банка кончилась. Вы перестанете замечать, вот вы поймете, что вы уже не новичок тогда, когда перестанете думать о том, что банка за 120 грамм, за 150 грамм там в районе 20 евро, 20 баксов, 25 это дорого. Вы так уже не будете думать, и вы поймете, что вы уже не новичок. Причина проста. Вы поймете, что 20-25 это недорого. Да, несомненно, это приличные деньги. Но за такую банку, за хорошую банку в 120-150 грамм, 20-25 это недорого, реально недорого. Еще три момента по мылу. Вы побрились, у вас осталось мыло. Ни в коем случае не промывайте теплой водой, вы угробите свое мыло. Промывать только холодной водой. Причина проста. Мыло это химический компонент. И все вот эти вот там компоненты, которые есть, вот, лучше всего раскрываются при температуре где-то в пределах 40-45 градусов. Как только вы теплой водой все это помоете, а тем более не дадите высохнуть, вы запускаете эту реакцию, а там же жиры, фигиры, там вот эти вот всего кислы, шмокислы, оно вам надо, и вы просто тупо испортите свое мыло, оно может у вас прогоркнуть. А вот когда промываете холодной водой, вы все это консервируете. Промыли холодной водой, встряхнули хорошо, оставили его перевернутым на пару-тройку минут, убедились, вся вода стекла, особенно если у вас стояло все это на салфетке, это отличное решение. Перевернули и дайте ему часик-полтора-два постоять просто так, пока оно не высохнет. За одним, проходя мимо, будете наслаждаться ароматом этого мыла. И вот только после этого закрывайте и убирайте. Если у вас слишком много мыла, и вы опасаетесь, что, храня его в обычной ванной комнате при комнатной температуре, что-то потерять, ребята, если слишком дофига, просто закрывайте, хорошо закрывайте, убирайте в холодильник, не в морозилку, просто в холодильник. Вы замедлите все эти химические реакции, оно у вас там просто тупо дольше сохранится. Если вы взяли новое мыло, начинаете набивать пену, наносите на лицо и, о ужас, что-то у вас там защипало. Это еще не трагедия, не конец истории. Вполне возможно, что вас выручит следующее. Смойте все это аккуратненько, уберите, а само мыло промойте холодной водой и оставьте открытым на 2, 3, 4, 5 дней. И попробуйте повторить всю процедуру уже после этого. Открытое мыло очень часто, без крышки, очень часто помогает. И вот это жжение, оно у вас очень даже может уйти. После мыла у меня записан автошейв, и сами разберетесь, что бы это значило. Ну, наверное, сами разберетесь. Ребята, если серьезно, автошейв применяйте такой, какой вы хотите. Я не знаю, какая у вас кожа. Если сухая, зачем вам алкогольный? Если вы зимой все это берете, ну, конечно, речь идет о молочке и о том, которое будет оставлять у вас шубу. То есть тут нюансов очень много, поэтому да, действительно, я думаю, что вы разберетесь сами. Шестое, лезвие. Лезвие, первое, самое важное, вы входите в мир бритья, ребята, покупайте как можно больше лезвий. Потому что в том станке, который у вас есть, вы не знаете, какое лезвие заиграет. Они все разные. Толщина у них одинаковая, длина, ширина, все это у них одинаковое. Но заточка у них разная. Даже под ширине лезвия бывают разные. Вот, например, взять, к примеру, КАИ.
Оно хоть там на децл, хоть вот на такую масипуську, на кроху, ну вот на немного, но все равно оно шире. А значит, оно брить несколько будет по-другому. Берите сразу несколько разных и пытайтесь разобраться, какое из этих лезвий у вас лучше всего будет брить именно в этом станке. Если вдруг случилось так, вот вы купили 15 разных лезвий, да? Если вдруг случилось так, что вот спустя какое-то время вы купили новый станок, не рассчитывайте на то, что то лезвие, которое вам зашло в этом станке, вы поставите в новый станок и будет вам счастье. Нет. У вас просто работа начнется вся сначала. Уже в новом станке вам нужно будет пропустить всю эту обойму через этот станок, дабы выбрать, какое лезвие вас будет лучше всего брить в этом станке. Цифры на лезвии, что они значат? Да ни хрена они не значат. Это просто обыкновенная какая-то там техническая информация, которая используется на заводе. Никаких специальных каких-то вот таких вот астральных, магических или еще каких-то свойств эта надпись не несет. Чтобы там переворачивать, чтобы оно потом вот там было. Ребята, ну коту делать нечего, он знаете, что делает. Вот это из этой серии. Просто не обращайте на это внимания. Пользы для нас лично это никакой не несет. На пачке кармашек, складывать ли туда лезвие или там просто можно открывать и вскрывать пачку. Ребята, это целиком и полностью на ваше усмотрение. Потому что многие компании специально вот так стрелочку указывают open to here. То есть открывать именно в этом карманчике. Некоторые этого не указывают и дают вам как бы пространство для воображения. Хотите запихивайте, хотите не запихивайте. Есть упоротые личности, которые так считают, что это прямо вот именно туда нужно складывать. Ребята, оставьте это на их. Хай с ним, пускай так живут. Ну нравится, пускай. На самом деле это что хотите, то и делайте. Сильно не заморачивайте. Джигит, если вы когда-нибудь где-нибудь в любом месте встретите лезвие джигит, не берите, ребята. Ни при каких условиях. Очень большое подозрение, что это просто техническое лезвие. Побриться вам не удастся. А раскромсать тебе ряху, харю, очень даже запросто. Поэтому просто тупо не берите. Оставлять ли лезвие в бритве? Ребята, если вы бреетесь каждый день, да, почему бы нет? Ну при условии, конечно, что вы всю воду будете оттуда убирать. А если вы бреетесь, допустим, раз в 3-4 года, ну тут смотрите сами. Кто знает, какая у вас там вода, кто знает, каким мылом вы пользовались, там, какая химическая реакция может возникнуть. Даже если вот, допустим, пластмассовый станок, ну больше шансов, что у вас все будет хорошо. А если у вас станок металлический? Металл на лезвии – это один металл. И со сплавами. Это же не просто чистый металл, это сплав. Станок – это другой металл, и тоже, естественно, со сплавами. Откуда вы можете взять, кто вам даст гарантию, что какие-то микроэлементы со станка или с этого лезвия не ступят между собой в гальваническую пару, и спустя пару-тройку дней у вас на станке, даже если он не ржавеющий, не образуется ржа. А потом прибегает на форум и кричит, ёп, ну или там в комментарии под видео, ребята, у меня нержавеющий станок, я оставил лезвие, а тут ржавая полоса, нержавейка фальшивая. Я так не думаю. Это просто... Нет абсолютно нержавейки. Нет такого металла, чтобы он просто никогда не ржавел. Ну, может быть и есть, но я о нем не слышал. А если он и есть, то и я не слышал, то может он стоит как крыло от Боинга. Я фиг его знает. Но вот так оставлять я бы все же не рисковал. Хотя не скрою, есть случаи, когда ребята оставляют лезвие, и у них никогда ничего не происходит, у них все нормально, все хорошо. И если вы попадете в эту обойму, в эту кассету, я буду искренне за вас рад. Но только не забывайте, что есть еще и другая обойма, и другая кассета. Те люди, которые оставляют лезвие, частенько получают кислотный ржавый ожог на своих станках, который потом придется потрудиться, чтобы вывести. Кстати, как его вывести, я хз. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может там, я не знаю, там ингибитор ржавчины какой-то, лимонная кислота, может еще что-то, я фиг его знает. Но лучше до этого не доводить. Лезвие. Сколько бреют? Я вот взял лезвие, сколько оно побреет. Ребята, никто не знает. Никто. Вы спросите 4 человека, и все 4 человека вам назовут разную информацию. А вы 5-й. Какая у вас будет? С чего вы взяли, что у тех 4 нет согласия, у них все разное, а у вас будет похоже на кого? На кого из этих 4? Да ни на кого. Можно говорить лишь о усредненных данных. Есть лезвия, которые, допустим, бреют 3-4 раза. Есть лезвия, которые бреют там 6-8 раз. Есть гиганты половой мысли, бритвенной мысли, которые одним лезвием бреются и по 260 раз там, и более. Да, я уже об этом делал видео. Ну, то есть сколько будет в вашем случае, никто не знает, потому что это зависит. Зависит от мыла, зависит от вашей подготовки лица, зависит от вашего инструмента. Давите, не давите, та-та-тан, 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 та-та-тан. Там много тараганов. Кто их все учтет?
Вы у кого-то спросили, а он с другого конца планеты по интернету бамс и вам дал точный ответ, не надейтесь. Только пробуя сами. Что доподлинно известно. Есть лезвия, которые ведут себя ровно. К примеру, физер. Вы его как взяли, и вот так до самого победного он и полетел. В конце, когда он уже начинает своего полета закусывать, ясно понятно, что это притупилось. Просто берете и выкусываете, выкидываете. Но есть лезвия, которые так, хитромудро сделаны. Вот биг, к примеру. Первое лезвие, как парни говорят, вот, которые вот хорошо биг знают, это самое поганое бритье. Будет чуть-чуть не камильфо, будет чуть-чуть некомфортно. Главное вам этого не испугаться. Потому что все последующие разы, когда вы будете бриться тем же самым биком, это будет гораздо более комфортное и комплементарное к вам бритье. То есть вот такие лезвия бывают и такие лезвия бывают. Вот, это точно. Ну и баяны из серии «Какое лезвие мне поставить?» Ребят, тоже никто не знает. Есть общие характеристики, общие советы, они поверхностные. Вам-то нужно суть, ядро, но есть поверхностные. Точно вам никто не скажет. Вам скажут, кому что нравится на этом, им как подходит. Но это не факт, что подойдет вам, потому что у вас все свое. Так вот, поверхностные, я уже говорил в прошлом видео, повторю в этом. Если мягкий станок, стараются ставить острое лезвие, дабы повысить эффективность станка. Если агрессивный станок, стараются ставить мягкое лезвие, дабы сгладить агрессивность станка и повысить ту самую эффективность и комплементарность, скажем так, лояльность к клиенту этого станка. Средние агрессивные станки, ребята, тут кто во что гораздо, все тяжкие. Во все тяжкие можно пускаться, потому что кому что подойдет. Кому-то подходит острое лезвие, кому-то мягкое, кому-то средне мягкое. То есть тут все нужно подбирать. Какое точно вам поставить? Только приблизительно. Только точно вам никто не скажет. Все те ответы, которые вы будете получать на свои вопросы, принимайте к сведению. И перерабатывайте. И спокойно потом применяйте. Какое точно, узнаете только после того, как сами попробуете. Да вроде на все баяны ответил. Разве что, а где взять такую подставку, как у вас в видео? Ребята, под каждым, вот сейчас вот как бы тут ножом вырезать, посмотри в описании под видео, под каждым, еще раз повторяю, под каждым видео есть информация. Зайдите, посмотрите. Там вот такими буквами написано подставка, как в видео. Заходите и смотрите. По-моему, 87-е видео, если мне память не изменяет. Там полностью все и объясняется. Уж не знаю, помог ли не помог. Единственное, что я еще могу сделать и в состоянии, это под этим видео будет полностью вся расшифровка, то есть тайминг. Конкретно по всем тем позициям, которые я здесь собрал. А собраны у меня станок, подготовка, бритье, помазок, мыло, крем, автошейф, лезвие, шимминг. И все. Вот это все там будет по секундам, по минутам вынесено. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и надеюсь, что хотя бы чуть-чуть смог вам помочь. Если есть какие-то баяны, на которые я не ответил, ребята, будь ласка, напишите в комментариях под видео. И я постараюсь их собрать как можно больше. И возможно еще одно видео запилим. Но мне почему-то кажется, что я ничего не упустил. Хотя, не зарекайся. Ну все, пока-пока. Пошли бриться.